Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание порогу нашего дома или квартиры и поговорим о том, что ни в коем случае никогда нельзя делать на пороге своего дома, иначе вас будут преследовать постоянно и беда, и нищета, безденежье и проблемы. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца, друзья. Будет очень много полезной, важной, нужной и интересной информации для вас. Всем приятного просмотра! Вы знаете, порог во все времена, еще наши бабушки говорили и знали, что это важная часть дома, потому что именно с порога начинается наш дом. И считается, что некоторые вещи категорически нельзя делать на пороге. Иначе таким образом вы можете привлечь и неудачу, и нищету, всевозможные беды и проблемы в свою жизнь. Поэтому давайте обратимся к народным приметам, к суевериям и традициям, которые связаны именно с порогом. И давайте будем стараться их придерживаться для того, чтобы защитить себя, своих членов семьи, свой дом, а также привлечь достаток, благополучие и изобилие в нашу жизнь. Итак, первое, что нельзя никогда делать, это нельзя говорить с человеком через порог. Когда вы общаетесь с человеком через порог вашего дома или квартиры, неважно, вы рискуете испортить отношения с собеседником. Это очень важный момент. Дело в том, что, как правило, если к нам постучалась соседка, мы открываем дверь и начинаем любезно общаться. Но вы знаете, вот этот момент это неправильно. Что нужно сделать? Здесь есть несколько правил. Первое. К вам пришли в гости, например, вы не хотите приглашать в свой дом или квартиру, выйдите за пределы дома или квартиры. И уже на лестничной площадке, например, обсудите какие-то рабочие моменты. Или наоборот, пригласите к себе в дом или в квартиру. Но никогда не стоит разговаривать с человеком через порог. Да, есть одно дело, вы открыли, спросили, сказали и закрыли дверь. Другое дело, когда у вас милая беседа. Далее, что нельзя еще делать через порог? Нельзя никогда начинать уборку от порога. Любая уборка, запомните, должна всегда начинаться с дальнего угла вашего дома. Таким образом, вы убираете из своего дома или из своей квартиры любой негатив. Вы убираете застоявшуюся энергию. И если вы делаете наоборот, то вы только привлекаете и неприятности, беды, проблемы в свой дом и в свою жизнь. Помните об этом. Помните о том, что порог это сакральное место. Это это такое вот территория между двумя мирами, внешним и внутренним миром. Поэтому очень важно, чтобы вы следили за своим порогом. Также старайтесь никогда не спотыкаться, потому что каждый раз, когда вы переступаете порог своего дома, будьте очень внимательны для того, чтобы не споткнуться. Если вы споткнулись, знаете, это плохая народная примета. И также не рекомендуется наступать на сам порог. Уважайте порог, это очень важно. Также через порог никогда не целуйтесь, потому что когда вы целуетесь через порог, даже если это в щечку, это может привести к ссорам, это может привести к каким-то ссорам, к проблемам, к бедам и даже разрыву отношений. Также, если вы обмениваетесь рукопожатием, также через порог не стоит это делать. Опять же, выйдите за пределы или пригласите в свой дом или в квартиру, но не нужно на вот грани этих границ что-либо осуществлять. Помните об этом. Также очень важно, чтобы порог вашего дома не скрипел, потому что если вы увидели, что порог ваш скрипит, нельзя откладывать ремонт в дальний ящик, потому что когда
скрипит порог, знаете, это очень дурная народная примета. Поэтому следите, чтобы он никогда не скрипел. Также очень важно, чтобы вы говорили, извините, чтобы вы смотрели за чистотой и порядком. Это не значит, что вы можете это делать уборочку раз в полгода или нет. Желательно вы делаете уборку во всей квартире или в доме. И обязательно уделите внимание своему порогу. Это очень важно. Также, друзья, через порог никогда не передавайте никакие вещи и деньги. Если вам нужно что-то либо отдать, впустите человека в дом или выйдите сами, потому что считается, что таким образом вы можете отдать свой достаток, удачу, а также привлечь не денежные энергии, а наоборот денежные потери и неприятности. Помните об этом. Также вы должны понимать, что порог это, знаете, своего рода лакмусовая бумажка для вас. Например, если в ваш дом пришел гость и вдруг ему стало плохо, он себя плохо чувствует, и, например, у него испортилось настроение, он начал испытывать какой-то дискомфорт, знайте, что этот человек вошел в ваш дом с нечистыми помыслами. Конечно же, это такое не всегда бывает, но все равно таким образом вы можете увидеть. Но для того, чтобы порог стал вашим помощником, в обязательном порядке уделяйте ему особое внимание. Проверяйте, чтобы он всегда был чистый. Кроме того, время от времени проводите практики с солью. Это очень-очень важно. Также, друзья, никогда не сидите на пороге. Это особенно любят делать детки, например, особенно в летнее время, сидя на пороге у частного дома и играясь. Вроде бы, с одной стороны, ничего тут ужасного нет, но помните, что порог это такое вот магическое место, и через него проводят даже определенные практики, проводят определенные ритуалы. И ваш ребенок или внук, когда сидит на пороге, случайно может подобрать те или иные энергии. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны и осторожны. Помните о том, что порог это то место, в которое многие люди не обращают внимания. Думают, ну что же это, я что, не могу наступить или сделать что-либо. Вы можете, но вы должны понимать, что порог это такое сакральное место, где происходят определенные события, происходят определенные энергии. Когда вы выходите из дома, вы выходите со своей энергией, с энергией вашего дома, с душой, если так можно сказать. И, соответственно, на протяжении всего дня эта энергия вам помогает. Но все равно за целый день вы находитесь в общественном транспорте, вы общаетесь со многими людьми, которые не всегда к вам могут быть доброжелательны. Вы на работе общаетесь также с коллегами, с клиентами, а как правило, кто работает в торговле, тот знает о том, что клиенты бывают разные. Одни могут быть добрые, с пониманием относиться, а есть такие, что и недобрые слова скажут и так далее, и так далее. Поэтому вы, пожалуйста, будьте внимательны и осторожны. Когда вы приходите домой, как правило, вы переступаете через порог, то есть вы переступаете через ту грань. Поэтому очень важно, чтобы вы, еще не зайдя в дом, вы энергетически стряхнули с себя вот эту негативную грязную энергетику. Также, когда вы приходите домой, сразу старайтесь, если в зимнее время, снять пальто, снять куртку, сапожки обязательно не забывайте помыть, или туфли, в какое время вы ходите. Это очень важно, потому что вы все равно осознанно или неосознанно несете определенную энергию в ваш дом. Бывает так, что вы на что-то наступили, возможно. Бывает такое, бывает. Вы что-то не увидели. И таким образом вы принесли что-либо в дом. Поэтому очень важно, чтобы вы контролировали и смотрели, с какой энергетикой вы идете. Поэтому, если, например, у вас был тяжелый день, то не стремитесь сразу зайти в свой дом или в квартиру. Например, уже если вы подошли к дому своему, немножко постойте возле подъезда, поднимите голову, подышите с воздухом, подумайте о том, что как вам было сегодня тяжело, но пытайтесь энергетически собрать вот эту грязь и, например, проведите практику с фиолетовым пламя, сожгите вот эту грязь,
грязь, эту, возможно, где-то злость, это и какую-то ненависть других людей. И после этого заходите домой. Также старайтесь, придя домой, сразу помыть руки, умыться, принять душ, если вы этого, желаете сделать. Но в любом случае убирайте, снимайте эти вещи, потому что они также несут определенную энергетику в вашу жизнь. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть как можно больше людей знают об этой важной и ценной информации.